Прорыв фронта. Такую пугающую фразу вы могли слышать или прочесть в новостных заголовках много раз на этой неделе. Речь идет о продвижении российских сил к северо-западу от Авдеевки. Сначала российские силы смогли продвинуться к поселку Очеретино и захватить его. Есть разные версии относительно того, почему армии России удалось этого достичь. Кто-то пишет, что виной всему стала 115-я механизированная бригада ВСУ, которая бросила свои позиции. Кто-то говорит, что Россия просто подловила момент ротации украинских подразделений. В результате образовался вытянутый вдоль железной дороги участок свежезахваченной территории. При условии наличия сил, то есть личного состава, техники, боеприпасов, такую ситуацию можно было быстро купировать. Нанесение ударов во фланге вытянутой территории с большой вероятностью вынудило бы врага отступить. Однако таких ресурсов нет. Поэтому, понимая опасность такой конфигурации фронта, российские подразделения тут же принялись за укрепление этих самых флангов. С южного фланга этого участка фронта они пошли в атаку на поселки Новобахмутовка и Соловьево, захватив их. С северного фланга начались бои за поселки Новокалиново и Керамик. Можно ли назвать образовавшийся выступ прорывом фронта, прорывом обороны? Лично я исхожу из того, что когда говорят такие фразы, как «прорыв фронта», то имеет в виду, что дальше враг может вести дополнительные резервы, выйти на оперативный простор и начать еще продвигаться быстрее. Я не вижу таких возможностей у России прямо сейчас. В первую очередь именно потому, что нет тех самых резервов. Ситуация с дефицитом личного состава, комплектностью подразделений, наличием техники у России сейчас не сильно лучше, чем у Украины. Поэтому я не готов согласиться с апокалиптичными выводами некоторых авторов, что есть риск краха всей линии обороны и что скоро начнутся бои за Константиновку и Покровск. Текущая ситуация больше всего напоминает мне лето прошлого года. В ходе украинского контрнаступления на запорожском направлении в какой-то момент мы увидели видеозаписи, как украинские военные преодолевают ту самую линию Суровикина. Под ней подразумевались российские оборонительные сооружения, самой визуально заметной частью которых являлись бетонные пирамидки или зубы дракона. В те дни я потратил много времени на споры с людьми, которые твердили, что это прорыв фронта, прорыв российской обороны. Я объяснял, что нет, это локальное продавливание одного участка обороны. Мы не увидели выхода на оперативный простор, ввода дополнительных резервов. Описанные мною события проходили вблизи села Вербовое в Запорожской области. Если вы посмотрите линию фронта прямо сейчас на этом направлении, то вы увидите, что она проходит плюс-минус там же, где и была летом прошлого года. Аналогично и с нынешним прорывом фронта. Будь у России масштабные резервы, возможно, я и согласился бы с авторами, которые пишут сейчас алармистские заголовки. Ситуация с Очеретино повлияла и на соседний участок фронта, проходящий от села Бердычи и далее вдоль каскада прудов через поселки Семеновка, Орловка, Уманская и Яснобродовка. Российские силы смогли полностью захватить село Семеновка, а с учетом захвата и Новобахмутовки, село Бердычи тем самым попадает в полуокружение. Это опасная ситуация, в которой лучше отвести от населенного пункта свои войска. Скорее всего, в течение выходных мы увидим сообщение, что село Бердычи тоже захвачено. К слову, об отсутствии возможности России для развития локальных прорывов и превращения их в масштабное наступление ярко говорит южная часть этого участка фронта. А именно карман или треугольник, объединяющий села Уманская, Яснобродовка и Нетайлово. Казалось бы, территория со всех сторон окружена каскадом прудов. Не так давно российская авиация уничтожила дорогу, идущую от Уманского в Нетайлово. Это максимально благоприятный расклад для быстрого захвата этой части территории. Тем не менее, бои за нее продолжаются уже несколько недель. Можно вспомнить и нашу прошлую сводку. Я ее тогда начал с разбора заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, который сказал, что российской армии поставлен приказ взять город Часов-Яр к 9 мая. До 9 мая осталось чуть больше 1,5 недели. И где же сейчас проходит линия фронта на Бахмутском направлении? Да ровно там же, что и неделю назад. Поэтому я все же был бы осторожнее с эмоциональными, алармистскими заголовками про прорывы фронта. Украинские военные не раз отмечали,
что одной из главных причин, почему России удается сейчас продвигаться на фронте, является авиация, которая массово сбрасывает авиабомбы на украинские позиции. Для противодействия ей нужны дополнительные ракеты для комплексов противовоздушной обороны. Так что давайте перейдем к следующей теме, в которой обсудим поставки вооружений для Украины. Долгожданный пакет военной помощи Украине на $61 миллиард все-таки был принят в Конгрессе США и подписан президентом Байденом. Поставки должны начаться в ближайшие дни. Причем первый пакет будет сразу на $1 миллиард. Сравните это с прошлогодними пакетами американской помощи. В среднем их суммы варьировались от 100 до 200 миллионов долларов. В ближайшие дни мы должны увидеть поставки различных бронемашин, противотанковых ракетных комплексов ТОУ и «Джавелин», реактивных снарядов для установок «Хаймарс», артиллерийских снарядов и переносных зенитных ракетных комплексов «Стингер». Последнее особенно важно в контексте российской авиации, потому что в последние недели мы часто видим, как российские штурмовики подлетают на опасно близкое расстояние к линии фронта, чтобы нанести удар по украинским войскам. На таком расстоянии их должны были сбивать даже переносные зенитные ракетные комплексы. Но, видимо, в какой-то момент они закончились. Теперь же их запасы будут пополнены. Также в последние дни мы видим, как резко выросло число ударов по российским позициям, комплексам противовоздушной обороны с применением установок «Хаймарс». Судя по всему, до момента решения вопроса об американской помощи у Украины оставалось ограниченное количество снарядов для «Хаймарса» и приходилось их тратить экономно. Теперь же, когда помощь уже в пути, эти запасы стали тратить без ограничений. Часть из этой суммы в $61 миллиард уйдет на долгосрочные контракты, а не на поставки напрямую запасов американской армии. Например, в середине недели были новости, что США выделят Украине крупнейший пакет помощи сразу на $6 миллиардов. Но он пойдет в рамках инициативы содействия украинской безопасности, подразумевающей, что будут заключаться контракты с заводами на производство разных вооружений. То есть эта помощь на 6 миллиардов поступит в Украину не скоро. Что же касается артиллерийских снарядов, то там узкое место заключается в темпе расширения производства. В отличие от прошлогодней ситуации, сейчас у Европы и США нет больших запасов снарядов, которые они могли бы передать Украине. А темп производства догонит потребности войны только в следующем году. Например, США планируют выйти в этом году на темп производства порядка 60-70 тысяч снарядов в месяц. Но пока что американские заводы производят около 30-40 тысяч снарядов в месяц. В следующем году Америка планирует достичь темпа 100 тысяч снарядов в месяц или 1 200 000 снарядов в год. Но такой темп они планируют достичь только к концу 2025 года. Корпорация Rheinmetall, один из крупнейших поставщиков вооружений для Украины, у которого есть заводы по производству снарядов в Германии, Испании, Южной Африке и Австралии, планирует в этом году произвести около 700 тысяч снарядов. Плюс есть чешская инициатива по поставкам боеприпасов для Украины, по которой вроде бы как нашли для Украины больше 1 миллиона снарядов. Если же говорить про Россию, то по оценкам разных исследователей, Россия в этом году сможет произвести от 1 до 1,5 миллионов артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Плюс есть поставки из Северной Кореи и Ирана. Кстати, возможно, вы встречали в интернете оценки, что Россия в этом году произведет от 3 до 4 миллионов снарядов. Но эта цифра включает в себя снаряды всех калибров в принципе. Когда я вам ранее называл цифры производства в США или на заводе Rheinmetall, я имел в виду только один основной западный калибр артиллерии, то есть 155 мм. И сравнивать это надо, конечно, с производством основного калибра российской ствольной артиллерии, то есть 152 мм, а не всех калибров вместе. В общем, главный вывод, который можно сделать из всех озвученных цифр, что даже с учетом согласованной помощи на $61 миллиард, объема обещанной помощи не хватит, чтобы думать о каких-нибудь украинских контрнаступлениях в этом году. Оставшуюся часть 2024 года Украине придется сосредоточиться на обороне, ну и разве что на каких-то локальных контратаках. Контрнаступлений по масштабу похожих на лето прошлого года в этом году не будет. По планам американских чиновников, объема согласованной помощи должно хватить на весь 2024 год. Что будет в следующем году с помощью Украине,
предсказать трудно. Все будет зависеть от исхода президентских выборов в США в ноябре. Но даже если следующим президентом США станет Дональд Трамп, в нынешней версии закона уже предусмотрена возможность выделения военной помощи Украине в кредит. Более того, половину такого долга в будущем имеет право списать президент США, а вторую половину – Конгресс США. Не ожидал, что однажды скажу такое, но красные линии немножко сработали. В середине недели появились статьи изданий NBC News и Politico, которые со ссылкой на американских чиновников пишут, что США приняли решение передать Украине ракеты «Атакамс» в модификации, которая летает на 300 километров. Более того, первая партия этих ракет уже была передана и даже применена. В частности, утверждается, что тот самый удар по аэродрому в Джанкое 17 апреля, когда была уничтожена установка комплекса С-400, был нанесен с помощью именно дальнобойной модификации «Атакамс». Журналисты NBC News и Politico указывают, что на данный момент Америка решила передать Украине 100 таких дальнобойных ракет. Часть из них будет с кассетной боевой частью, часть с осколочно-фугасной боевой частью. Кассетные боевые части хорошо подходят для нанесения ударов по аэродрому со стоящей техникой, по складам, учебным полигонам с скоплением личного состава и техники. А осколочно-фугасная боевая часть подходит для более монолитных целей, так сказать. Например, для ударов по каким-нибудь командным пунктам, или кораблям. В этом году мы не ждем масштабных изменений фронта ни с одной, ни с другой стороны. Но, судя по всему, дальних ударов в тыл будет предостаточно. К сообщениям о выделении крупной помощи присоединилась и Великобритания. На неделе премьер-министр Риши Сунак объявил о выделении крупнейшего в истории Великобритании пакета военной помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов. В этот пакет войдут более 60 лодок и катеров, более 400 автотранспортных средств, в том числе 160 бронемашин «Хаски», около 4 миллионов патронов для стрелкового оружия, более 1600 зенитных и прочих ракет, в том числе ракет Storm Shadow и PV-4. Ракеты Storm Shadow мы не раз видели в ударах по российским штабам и кораблям. Они зарекомендовали себя как эффективное оружие. Что касается PV, то там фактически это такой аналог JDAM и Hammer. Напомню, что JDAM и Hammer производятся следующим образом. Берутся обычные неуправляемые авиабомбы. К ним приделывается носовая часть, в которой расположена аппаратура для коррекции курса, целеуказания, какие-нибудь GPS-приемники. А также приделывается хвостовая часть с двигателем и, как правило, оперением, то есть крыльями. В итоге неточная управляемая авиабомба превращается в высокоточную ракету. Вот точно таким же образом делаются ракеты PV-4, которые теперь Великобритания тоже передаст Украине. Когда Украина впервые получила JDAM в прошлом году, Россия начала производство своего аналога, который носит название УМПК, то есть универсальный модуль планирования и коррекции авиабомб. Работает эта связка ровно аналогичным образом. Берется какая-нибудь неуправляемая авиабомба, например, мы чаще всего видим ФАП-500, то есть фугасную авиабомбу массой 500 кг. К ней приделывается комплекс УМПК, который имеет крылья и аппаратуру наведения на цель, например, приемники ГЛОНАСС. Помимо того, что бомба становится точной, она становится еще и планирующей. А это позволяет не подлетать близко к цели, а сбрасывать бомбу с расстояния примерно в 50-60 км от цели. Тем самым бомбардировщик немного уменьшает риски сбития его ракетосистемы противовоздушной обороны. Как я и сказал ранее, поскольку масштабных изменений по линии фронта не следует ждать в этом году, основные новости будут происходить из-за ударов по объектам, находящимся далеко от линии фронта. Неделю назад украинские силы вновь нанесли удар по порту в Севастополе. В результате загорелось старейшее в мире действующее военное судно «Коммуна». Оно было спущено на воду аж в 1913 году. Хоть оно и зовется военным, в нынешней войне оно никакой роли, по сути, не играет. Основное назначение «Коммуны» – это спасение подводных лодок, терпящих бедствия. Есть мнение, что на самом деле целью этой атаки был стоявший рядом с «Коммуной» большой десантный корабль «Ямал», тем более, что месяц назад по нему уже били. Сейчас уже появились спутниковые снимки последствий, по которым видно, что «Коммуна» серьезных повреждений не получила.
Так что она остается самым старым в мире действующим военным судном. Были на неделе и новые удары по нефтеперерабатывающим заводам. В частности, например, горел НПЗ в Смоленской области. Но отдельно я бы отметил удары по различным электроподстанциям. В частности, под ударами оказались энергетические объекты в Брянской и Калужской областях. Источники украинского издания «Униан» в украинских силовых ведомствах говорят, что это была совместная операция Главного управления разведки Украины, Службы безопасности Украины и сил специальных операций Украины. Напомню, что международные конвенции запрещают удары по гражданской инфраструктуре. В данном случае могу только констатировать, что некоторые украинские ведомства продолжают проводить политику око за око, при этом еще и прибегая к той же риторике, что и Россия. В частности, про удары по энергоподстанциям было сказано, что они питают военные предприятия России, а поэтому являются легитимной целью. В действительности удары по ним никакого влияния на предприятия оборонной промышленности не окажут и не дадут какого-либо военного преимущества. Пока я готовился к записи этой сводки, пришла новость об аресте продюсера британского информагентства Рейтер Константина Габова. Его обвиняют в участии в экстремистском сообществе, а точнее в том, что он якобы принимал участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале «Навальный Лайв». Ранее по аналогичному обвинению была арестована журналистка Сота Вижн Антонина Фаворовская, которая освещала суды над Алексеем Навальным. В последние дни виден целый вал подобных сообщений. Правоохранительные органы России выявляют, кто когда-либо участвовал в деятельности организаций, которые власти России называют нежелательными или экстремистскими. Например, журналиста Дмитрия Кузнеца оштрафовали вчера за подкаст в телеграм-канале «Медузы», который тоже считается российскими властями нежелательной. Также российские спецслужбы находят и штрафуют людей, которые когда-либо участвовали в каких-нибудь опросах или интервью и как-нибудь негативно высказывались о войне. Должен признать, что и мою команду Conflict Intelligence Team признали нежелательной организацией, что делает невозможным ее поддержку изнутри России. Репрессии в России усиливаются. Для меня это прежде всего говорит о том, что нельзя говорить, будто бы россияне поддерживают войну, раз они не выходят на протесты. Это не так. В нынешнем репрессивном российском режиме можно угодить за решетку даже просто за ответ на вопрос, а нужна ли России эта война. Так что, пожалуйста, будьте осторожны и берегите близких. А мы с вами увидимся уже на следующей неделе.